Всем привет! Добро пожаловать в очередной влог, в очередной мой день. Сегодня я хочу поговорить с вами о том, что меня до сих пор удивляет в Турции, даже спустя практически 2 года жизни здесь. Когда переезжаешь в другую страну, кажется, все новое, и ты, не так фокусируешься на всем. Потом уже начинаешь замечать различия, как правило. И даже спустя 2 года жизни здесь меня до сих пор еще что-то удивляет. И сегодня я хочу поговорить о некоторых различиях, о своих наблюдениях, и то, к чему я привыкла в России, и какие различия я вижу здесь. Первое – это люди и близость между людьми, то есть взаимоотношения товарищеские, партнерские, семейные, дружеские, вообще в целом. Турция оказалась более коллективной страной, и здесь коллектив имеет более обширное значение, то есть здесь очень важно людям оставаться в социуме, оставаться в группе, они не любят разделений, и для них, в принципе, необычным является оказаться одним, например, или не быть в группе, в коллективе. Здесь это воспринимается немножко по-другому. В то время, когда в России, например, у нас нет такой коллективности, и, как правило, люди могут существовать поодиночке, и для нас это нормально. Как правило, бывает так, что как раз-таки чрезмерный социум в России может по-другому восприниматься, чрезмерная коллективность. Но здесь это несет другой характер, и люди действительно к этому очень привыкли. Для них это нормальный стиль жизни. И даже на своем опыте, на своих наблюдениях я заметила, что люди могут собираться большой группой, причем это не дружеская группа, это родственники, там семья, близкие родственники, знакомые. Они могут ехать за даже банальными бытовыми покупками или деликатными покупками, но тем не менее они делают это все вместе. И здесь это считается нормальным. Это мое одно из наблюдений. Мне, как человеку, выросшему в России, где самостоятельность воспринимается более спокойно, данный стиль жизни был непривычен. Меня удивило не то, как люди общаются между собой, а то, что им важно оставаться частью группы, частью социума. То есть им просто важно быть внутри социума. И все. Но для них это несет действительно очень глубокий смысл. Также культура гостей. Из этой особенности вытекает также следующая тема, следующий пункт – это общение, как они поддерживают контакт между друг другом. Здесь очень важна культура посещения гостей. Люди здесь поддерживают контакт через визиты друг к другу. Причем здесь очень важно является то, что ты посещаешь гостей, и, как правило, гости всегда ждут приглашения на ответный визит, чтобы они пришли к тебе. И здесь меня это тоже удивило, то есть для людей это действительно является очень важным, это часть культуры. И люди к этому относятся очень серьезно, и если кто-то не соблюдает данные правила жизни, скажем так, об этом человеке уже начинают по-другому думать, то есть настолько здесь это важно. Это тоже одна из культурных особенностей, которую я заметила, пожив здесь практически 2 года. Конечно, также из этой темы вытекает то, что и на пикники, и на какие-то семейные вылазки они тоже ездят большими компаниями, собираются, то есть здесь очень развита клановость, это достаточно клановая страна, и здесь очень важно оставаться частью коллектива. Теперь я бы хотела поговорить о медицине, но начнем издалека, о поликлиниках и больницах, и о загруженности здесь, и как вообще здесь все устроено. Я в этом влоге начну рассказывать, и уже в дальнейшем буду постепенно больше информации давать о своих наблюдениях. Например, меня удивило, какая здесь загруженность в клиниках и больницах. Как правило, в поликлиниках, потому что в больницах я не лежала, но тут, как правило, все комплексы совмещены. То есть в больнице также принимают и просто пациентов на прием. Просто это разные будут корпуса.
Вот, и, например, я заметила, что здесь запись к врачу может быть через 2 недели, через 3 недели. То есть в тот момент, когда, например, в Москве, я привыкла к тому, что когда у тебя что-то случилось, ты можешь записаться к врачу, и тебе не нужно ждать несколько недель. То есть за это время, в принципе, можно и самолечением заняться. Но здесь из-за того, что все клиники перегружены, то свободных окошек на рандеву просто нету, и людям приходится ждать. Ну, либо обращаться уже в частную клинику. Также для меня было необычным видеть детские кабинеты и кабинеты для приема взрослых не просто на одном этаже, а они буквально в соседних кабинетах располагаются. То есть груднички или дети постарше находятся на одном этаже со всеми взрослыми, то есть там и пожилые, и молодые, ты не знаешь, кто чем болеет, ты не знаешь, у кого какая ситуация, и они все совмещены. В тот момент, что когда в Москве, например, я привыкла к тому, что детские поликлиники и взрослые поликлиники — это два разных здания, и они никак не совмещаются. У нас в детские поликлиники, по крайней мере в Москве, дети ходят вплоть до даже 18 лет, там даже к терапевту уже можно записываться, то есть там педиатр, по-моему, до 14 лет, потом уже идет терапевт, или до 16 лет. Потом ты уже после 18 лет переходишь во взрослую поликлинику. То есть здесь, например, все в одном здании, и они не просто даже на одном этаже разделены, кабинеты, они все перемешаны. Для меня это было удивительно, потому что в Москве я не видела такого никогда, у нас немножко разнится система, но здесь такая система, вот, это тоже одно из моих наблюдений было. Также следующий пункт – это вопрос гигиены в медицинских учреждениях. Сейчас поговорим про государственные медицинские учреждения. Я заметила, когда я посещала государственные медицинские учреждения, что здесь немножко разнятся форматы гигиены после каждого пациента. Например, перед тобой был пациент у лора, например, или у окулиста, и после него ты не знаешь, чем он болеет, ты не знаешь, какая у него ситуация, никто не знает, какая у тебя ситуация, но после него, например, никто не обрабатывает и не дезинфицирует кресло, в котором он сидел. Приборы, понятно, что все новые, каждый раз для каждого пациента берут новые приборы для осмотра, но эти приборы, они не спрятаны в крафтовые пакеты, они просто лежат на столе целый день, например, и врач ими пользуется. Просто после каждого пациента он, понятно, грязные приборы убирает. Когда, например, в Москве, я не могу говорить про все государственные клиники, но, как правило, все-таки какие-то вопросы гигиены, они соблюдаются, и люди на это обычно обращают внимание. Вот. Но в частных клиниках в Турции, конечно, гигиена соблюдается, и форматы одинаковые, то есть после каждого пациента все протирается, все дезинфицируется. По крайней мере, это мой опыт, это я то, что видела, и с вами этим делюсь. Я хочу сейчас подытожить, что данные наблюдения и мой опыт не делают страну плохой или хорошей. Это просто вещи, которые я замечаю, прожив здесь практически 2 года. Они просто показывают, насколько по-разному может быть устроена жизнь в разных странах. И даже прожив здесь практически 2 года, я до сих пор не перестаю замечать вещи, которые меня удивляют. В данном влоге я бы хотела подытожить тему различий 2 стран, и я буду в дальнейшем рассказывать вам о своих наблюдениях, о различиях между, например, Турцией и Россией, потому что это 2 ярких примера, которые я могу приводить. У меня, в принципе, много еще разных наблюдений, я не хочу перегружать один влог всей информацией, вот, поэтому я бы хотела рассказывать вам о моих наблюдениях постепенно. И в дальнейшем я хочу ввести, скажем так, в часть своего влога некую рубрику о различиях, о наблюдениях, о жизни в Турции и о различиях о жизни в Турции и в России, и просто рассказывать вам о своих наблюдениях, о своем опыте. Возможно, для вас эта информация будет полезна или вам будет интересно послушать. Также, если у вас есть какие-то вопросы или у вас есть какие-то тоже свои наблюдения о жизни в Турции, мне будет очень интересно о них послушать, потому что, ну, все сталкиваются с разными ситуациями, у всех разный жизненный опыт, и на самом деле он очень ценный, даже бесценный.
И мне очень было бы интересно послушать какие-нибудь ваши истории, с чем вы сталкивались. Может быть, что-то вас шокировало, а что-то наоборот вам очень понравилось. Мне было бы очень интересно. Ну что, всем привет! Сейчас я иду на вторничный базар. Я сегодня не одела очки. Что-то я подумала, что сейчас не будет такое яркое солнце. Но оно уже капец какое яркое. В общем, иду на базар. Сейчас мне нужно купить огурцы, потому что мы их не купили в воскресенье. Мы закупались в филе-маркете. Мы не поехали на базар, нам что-то лень было, вот, на рынок. И, в общем, я иду сейчас на вторничный базар. Он, конечно, еще такой пустой, но, в принципе, я думаю, что огурцы там уже есть. Этот базар выглядит вот так, то есть это уличный базар. Сейчас я поближе покажу. Там вот такие уже прилавки начинаются, продавцы. Вот, на машинах приезжают, разгружаются. Потом мы с вами пойдем вот в этот БИМ супермаркет. Сейчас мы с вами пройдемся. Вот, рынок идет туда, до самого конца улицы, потом налево. Но я туда не пойду сейчас. И он просто цикличный, по улицам закругляется. В общем, я уже спросила цену одних огурцов. Они стоят 40 лир. Merhaba, kolay gelsin. Salatalık ne kadar? 40 lira. 40 lira. Yiyip tadına bakabilirsin ha. Tamam, poşet verir misin, lütfen? В общем, я резко прервала видео. Я купила огурцы. Они тоже стоят 40 лир килограмм, но эти намного плотнее. То есть, если там у первого продавца было 40 лир, и они были просто мягкие, ну, как будто они сейчас уже все, как это модно говорить, уставшие. Вот туда еще также базар продвигается. Он такой цикличный, по улицам достаточно большой. Просто сейчас еще достаточно рано, ну как, 9 утра, но они еще не все открыты. Поэтому базар достаточно пустой. Вот. Я уверена была, что огурцы я куплю, потому что, как правило, овощи и некоторые фрукты, они уже в это время приезжают. Вот. И, в общем, первый продавец, у которого я спросила цену, он сказал 40 лир, и огурцы были вялые просто, я не знаю. И он так, с такой уверенностью, главное, такую цену назвал. Это очень дорого на самом деле, потому что огурцы можно купить хорошие за 25 лир, и они будут прекрасного качества. Вот. Ну, такое, конечно, не везде. Это очень хороший шанс. А у второго продавца, у которого я взяла вот эти огурцы, килограмм, 40 лир, сначала я хотела уйти, потом я потрогала огурцы, они очень плотные, хорошие, свежие. Я подумала, что я сейчас буду бродить, крутить по этому базару. Он все равно полупустой, поэтому взяла. Я только огурцы беру сегодня, поэтому взяла. Вот. На самом деле, вы знаете, каждую неделю здесь цены могут разниться. Например, сегодня клубника будет стоить 80 лир килограмм, а на следующей неделе она будет 150 лир килограмм стоить. И, ну, вот как-то так, смотря какая урожайность, смотря сколько они собрали за эту неделю и так далее. То есть там много от чего зависит. Вот. И действительно, прям каждую неделю цены могут разниться. Вот если видите, некоторые прилавки аж до сих пор тянутся. Хотя я уже далеко ушла. Я решила сейчас круг сделать по улице и пойду в супермаркет БИМ. Вот. Сейчас мы с вами туда пройдемся. Я вам покажу, что это вообще за супермаркет. В принципе, наверное, один из тех, которые мне тут нравятся. У меня 3 супермаркета в районе. Это БИМ, Шок и А101, если по-русски. Вот. По-турецки А101. Юз – это 100, бир – это 1. А101. А101. Вот. А101 самый зашкварный, скажем так. Вот. Я туда уже вообще не хожу. Да и мне не по пути туда, если честно. Вот. А БИМ, там хорошие предложения есть, хорошие цены. Вот. Так что мне там нравится. Я живу в спальном районе с мужем, и здесь люди, не очень привыкшие к тому, что здесь ходят влогеры, блогеры и снимают на камеру, поэтому я на рынке сейчас много не ходила. Это не туристическое место, и люди здесь не привыкшие к этому. Ну, как-то не хочется нарушать комфорт людей, лишний раз снимать на видео кого-то, даже если случайно. Здесь могут к этому по-разному отнестись. И я просто хочу сохранять границы людей и не беспокоить их.
Вот, то есть есть места туристические, и там тоже есть рынки и базары, вот, ну, в разные дни. И, например, там люди, привыкшие к тому, что и туристы, и местные люди снимают видео, ведут свои блоги. И там люди, они не просто привыкшие, они зазывают к своим прилавкам, к своим магазинам, ресторанам. То здесь, например, нет, в этом районе нет. Поэтому стараюсь лишний раз как-то на видео, чтобы люди не попадали. Теперь мы приблизились, я сделала кружок, мы пришли к супермаркету Бим, вот. В общем, давайте идем внутрь. Сейчас я вам буду показывать, что здесь и как. Он небольшой, но, в принципе, купить можно много всего. Здесь сразу у нас секция с хлебом. Также здесь каждое утро свежий хлеб, различный. Ну как, не прям очень различный, но есть. Дальше идут всякие джемы, чаи, кофе. Очень-очень много воды обязательно. Нутелла, естественно. Ой, вот. На улице жарко. Тут кондиционер, тут прям хорошо. И здесь мне нравится, что в Турции очень много всяких снеков. Они хоть вроде бы базовые. Вот я вот этот брауни просто обожаю. Я люблю вот эти вот снеки брауни. Они прям как брауни. Еще мне нравится, я пробовала вот этот Gold, или как он, Intense. Типа интенсивный вкус, но он просто с карамелью еще, не просто шоколадный. Да, такой же. Вот, еще вот эти вот кексы брауни Gold, кексики, тоже очень вкусные, тоже как брауни. Но это больше кексы. Тут очень много всего. Еще вот эти вот печенья очень вкусные. Я, кстати, по-моему, похоже, еще в Египте ела. Обалденные. Вот. Вот эти вот кексы тоже, поп-кек. Обалденнейший, шоколадный, причем здесь именно биттер шоколад, то есть горький шоколад. То есть здесь из горького шоколада найти что-то не так просто. Здесь нужно постараться, чтобы найти горький шоколад. Здесь даже когда будет написано 80% какао и якобы горький шоколад, он все равно будет сладкий, сплошной сахар. О, смотрите. Вот это просто обалденное печенье. Оно как Твикс, но не как Твикс. Здесь очень вкусный молочный шоколад. Это очень-очень базовый снэк. То есть он копеечный. Но он обалденный. Я сейчас сладкое, наверное, покупать не буду, потому что у меня дома много есть всего. Муж недавно пополнил мои запасы. Вот. Вот еще вот это. Вот это прям Твикс. Вот, посмотрите. Вот это прям Твикс. Это Альбени, это все бренд Ülker. Вот я, кстати, очень много показывала снеков до этого. Это все бренд, вот, Ülker. Это очень крутой бренд сладостей. Мне очень нравится. Вот это прям Твикс. Твикс — это мой любимый шоколадный снэк-бар. Вот. В общем, там секция со сладостями. Здесь тоже секция с различными сладостями. Там уже потихоньку идут чипсы. А вот это вот секция с овощами и фруктами, о которых я вам говорила в прошлых видео. Я не говорю, что здесь всегда плохие овощи и фрукты, но они здесь очень такие. Ну вот, например, ну, посмотрите. Или вот, перцы. Вот, например, перцы. Ну, то есть такое. Но поэтому все покупают на рынках. Вы посмотрите. Вот, но здесь это нормально. Зато здесь очень вкусные арбузы в этом году. Мы уже второй раз покупаем. Мне муж говорил, что, возможно, в магазинах запрещена видеосъемка. Я не знаю. Но пока что меня никто не остановил, поэтому я продолжаю снимать. Также мы любим покупать здесь орешки. Вот этого бренда Симбад. Вот этот бренд Симбад очень вкусный. Мы покупаем кешью обычно. И покупаем этого бренда Миндаль. И грецкий орех еще. Вот, прям вот такую коробку грецкого ореха, тоже бренд Симбад. Вот, очень вкусные. У меня муж иногда покупает тыквенные семечки себе, тоже вот этого бренда Симбад. Вот, и что-то я не вижу здесь миндаля. Наверное, он закончился, да. Миндаля нету. Ну вот еще миндаль, в общем, покупаем. Это соленые орехи. Ну, грецкий орех не соленый, а миндаль и кешью соленый. Очень вкусный. Также здесь идет секция напитков. Там, значит, различные макароны, сахар, крупы. Сейчас мы с вами пройдемся в
разные, там разные бытовые товары. Вон, даже можно шлепки себе купить, кроксы. Вот, я, кстати, люблю вот этот рис, именно зеленый. Тут различные есть, мне вот именно зеленый нравится. Вот, также продается масло. Тут все вот в таких коробках, то есть тут не все разложено, но на самом деле, знаете, удобно. Также можно какую-то технику купить. Я, наверное, до этого быстро камеру переводила, простите. Вот, можно купить различные какие-то вещи. Ну, наверное, как уже во многих супермаркетах, как и в Москве, например, это очень популярно. Вот какие-нибудь контейнеры, даже игры. Я здесь, кстати, даже ножи кухонные покупала 1,5 года назад, до сих пор ими пользуюсь. Вот такие вот всякие штучки, очень вкусные. Вот. В общем, вот так. А вот эта секция со скидками. Видите, красные ценники, по-моему, даже желтые это скидки. В общем, здесь можно купить даже то, чего ты никогда не видел в этом магазине, но в скидках это будет. Это удивительно просто. Я тут и специи покупала, и имбирь, например, сушеный, куркуму, чего не было в обычных отделе специй здесь. Также здесь заморозка. Но что-то у них мало, наверное, сейчас будут раскладывать. Но мы покупаем мясо в мясном магазине специализированном. Вот, также полуфабрикаты, всякие печеньки, детские товары немножко. Вот. Продолжаются полуфабрикаты, тортики даже всякие, мороженка там. Здесь, например, в магазине, в гипермаркете Метро съемка запрещена. Я когда осенью делала влог, мы ездили в город Кемер гулять. И перед этим мы заехали в Метро, потому что мне нужно было кое-что посмотреть. В итоге охранник к нам подошел и сказал, что ни фото, ни видео, ничего сделать, ну, ничего нельзя делать, ничего нельзя снимать. И меня муж сразу предупредил: ты когда пойдешь сегодня в супермаркет, то будь аккуратна, возможно, тебя завернут с твоей камерой. Ну нет, меня все тут видят, все сотрудники видят, никто мне ничего не делает. Вот тоже скидки. Вот. И знаете что? Я когда готовлю сладости, я использую ванилин, доктор Оэткер. И в Москве, например, продается ванилин интенсив, интенс. Например, пломбирный вкус, карамельный, кокосовый уже. Я пломбирный люблю. Но в Турции ни на маркетплейсах, ни в супермаркетах, ни в гипермаркетах я нигде не могу найти ванилин интенс. Даже в Метро, например, том же. Очень обидно. Приходится использовать обычный ванильный сахар. Ну ничего, хотя бы он есть. Знаете, я, наверное, сейчас возьму то, что мне нужно. Мне сейчас неудобно будет это просто в руках нести и снимать видео. Я к вам вернусь уже после супермаркета. Кстати, вот эта вот сладость, вот кто знает, наверное, все знают, сладость тофифи. Вот это прям 100% аналог. Это очень вкусно. Также внутри орех, карамель, нуга, шоколад. Вообще просто суперская замена. Здесь, кстати, дешевле, чем, например, гипермаркет Мигрос. Кто знает, кто из Турции. И вот эти штуки, это как Kinder Bueno, но только с фисташкой, с фисташковым пралине. Очень вкусно, вообще обалденно. Мне, короче, в Турции прям очень нравятся всякие снеки. Они очень вкусные. А вот еще вот это вот карамельное карамио. Я недавно, у меня дома была, я съела, обалденно. Тоже вот видите, опять же, бренд Ülker. Вот мне почти все, что нравится, все делает бренд Ülker. Но здесь, кстати, на удивление, сложно найти какие-то европейские порой сладости. Рафаэлло, Ферреро Роше, Буэна, Марс, Твикс, Орео, например. Это найти здесь бывает сложно, к сожалению, даже причем в гипермаркетах. Вот, поэтому приходится иногда спасаться аналогами, если хочется что-то такое. Потому что я вот, например, недавно хотела печенье Орео, и муж его нигде не смог найти. Он взял мне аналог, очень вкусное печенье. Я вот сейчас его здесь, наверное, не увижу. Не знаю, наверное, сейчас посмотрим. Что-то похоже, что-то вот такое. Вот что-то вот такое похоже. Или даже вот это. Вот. Неро. Вот. Это, конечно, не прям Орео, но очень неплохой аналог, очень вкусное печенье. Я его уже доела, конечно же, но это давно было. Вот. Также здесь отдел со всякими кондитерками, то есть это сахарная пудра. Здесь очень модно использовать готовые сухие кремы, разные соусы. Они просто с молоком взбиваются, либо кипятятся на огне.
И все, у тебя готовый соус, например, вот пудинг, вот шоколадный соус, чоколадлы соус, вот, например. Это они с молоком кипятят на воде, в кастрюле на огне, и у тебя готовый соус. Если у нас, например, все делают сами, как правило, от нуля, то здесь просто покупают готовые вот эти соусы, растительные сливки, например. Ну, если вы видели мои влоги, я их тоже иногда использую, но не всегда. Вот. Также маринация пошла, всякие баночки, опять немножко кондитерки, соусы. Вот. Ну, в принципе, вот так. Кстати, я вам говорила про готовое тесто юфка, из которого я делаю бюреки. Вот оно вот здесь продается, оно в холодильниках лежит. Вот такое, оно мягкое, как тонкий лаваш. И также продается еще вот такой для бюреков пальчиковых. Вот, тоже юфка. Но я приноровилась, я увидела лайфхак, я просто режу большие листы на треугольники, и все. Вот такие холодильники, сыры, масла, все что угодно. Все, в общем, я купила то, что мне нужно было. Теперь я чапаю домой. 9 утра, ну, может быть, уже где-то 9:30 утра. У нас жара на улице, как будто уже градусов 40. Хотя пока что максимальная температура где-то 34 градуса днем, 35. Я иду в горку. Турция – это горная местность. И дома у тебя либо снизу, либо сверху. Ну, побережье снизу. Вот. А все остальное сверху. Поэтому у меня небольшая отдышка в такую жару. Вот. Припекает уже солнце. Сейчас я приду домой. Первым делом я пойду в душ. Я уже вспотела, пока тут ходила. Хоть и в магазине кондиционер, но я разговаривала, ходила, все держала в руках. Следовательно, стало жарко. И сейчас вышла на улицу просто как в хамаме каком-то. Вот. Все, сейчас выхожу на мою улицу уже, на равнину. Вот. Собственно, я уже почти дома. Тут все очень близко, это хорошо. Вот, первым делом, в общем, я схожу в душ. Потом я начну готовить себе завтрак. Вот. Потом у меня в планах еще кое-что для вас снять. Небольшая интрига. В общем, посмотрим. Сниму сегодня, может быть, сниму завтра, но сниму в этот влог обязательно. По крайней мере, у меня такие планы, если у меня ничего не изменится. Вот, я уже почти дома. В общем, я желаю вам чудесного дня. Вот. И отличного настроения. Всем еще раз привет! И сегодня я хочу поделиться с вами важной новостью, о которой я говорила вам вчера, вот когда мы с вами ходили в магазин. Вот, в общем, хочу с вами поделиться, что мы с мужем ждем пополнения, и в связи с этим я хочу сделать первую распаковку наших покупок для ребенка. Она еще пока такая небольшая, но вроде как большая. В общем, сейчас посмотрим, я вам все покажу, расскажу, что мы взяли. Конечно, нам еще предстоит купить просто огромное множество разных вещей и техники, но мы решили начать с малого. У нас еще пока есть время, поэтому постепенно решили покупать все необходимое. В общем, давайте с вами начнем. Давайте начнем с самого первого, что мы взяли еще, когда мы с мужем узнали об этой чудесной новости. Мы решили просто, знаете, для затравки взять вот такие два предмета. Это кеды, но они более, знаете, как декоративные, что ли, потому что, конечно, наверное, ребенку в них будет постоянно ходить не очень удобно. Это скорее такой колясочный вариант. И вот такие вот салфетки, ну, тряпочные, понятно. Сейчас мы, наверное, с вами по возможности будем все открывать. Когда мы брали вот эти два предмета, мы еще не знали, кто у нас будет. Сейчас уже знаем. Вот, и поэтому мы брали такие цвета и для мальчика, и для девочки. Вот, в общем, такие вот салфетки. Сейчас давайте, наверное, я
одну разверну. Вот такие вот, в общем, салфетки. Легкие достаточно. Материал хорошо впитывает воду. В общем, я думаю, что будет очень удобно в использовании. Они у нас пойдут в ход очень хорошо. Вот такие вот салфетки взяли. Вот сейчас просто буду откладывать. И вот такие кеды. Давайте сейчас достану одну. Вот такие вот кеды. Типа Converse. Очень мягкие, удобные. Носочек у них тоже достаточно мягкий. Но, как я уже сказала, это такой больше декоративный вариант, колясочный. То есть, конечно, тут не ортопедические стельки, не правильное положение стопы. Вот, это просто, ну так, одеть и снять потом, грубо говоря. Вот, но кеды классные, мне понравились. У меня произошло ЧП, у меня упали кеды, задели кабель микрофона и чуть не упал телефон, благо я его поймала. В общем, я хотела сказать, что мы вот эти товары взяли, когда только узнали о пополнении, и просто это символически было. Вот. Но я уверена, что мы будем это использовать. Салфетки 100%, естественно. Да я думаю, что вот это я тоже пару раз одену на малыша. Теперь переходим к одежде. Значит, я взяла комплект. Ну, сейчас здесь в упаковке 2 комплекта. Значит, один из комплектов – это комплект на выписку. В общем, такой комплект на выписку. Здесь я его сейчас пока раскрывать полностью не буду, наверное. Я еще планирую сделать большую распаковку позже, когда мы закупимся большей частью необходимых вещей, там, техники. Я хочу сделать одно отдельное видео с распаковкой. Вот, поэтому, наверное, там я буду все уже раскрывать. Здесь просто так условно покажу. Здесь шапочка присутствует, такие вот варежки, ну, естественно, кофточка, все на кнопках и штаны. Вот. Вот, например, хлопковая, либо сейчас очень популярна муслиновая ткань. Вот такой взяли комбинезон с медвежатами, тоже тут присутствует шапочка. В принципе, в комплектах для новорожденных, даже если это не комплект на выписку, в принципе, везде присутствуют шапочки, но не везде присутствуют варежки и не везде носочки закрыты. Вот такой комбинезон, он на пуговицах, вот, прекрасный, легкий, ну, для домашнего пользования. Малыш, например, будет зимний, и поэтому, конечно, летняя коллекция нам сейчас не очень актуальна. Поэтому мы брали либо что-то для домашнего использования, либо что-то зимнее. И давайте я вам немного расскажу вообще о нашем шопинге. Дело в том, что мой муж, у них бизнес – это торговля детскими товарами, товарами для новорожденных, для уже детей постарше и школьников там до определенного возраста. Вот. И также у них немножко товаров есть для будущих мам, для новоиспеченных мам. Вот, соответственно, у них не только одежда, у них есть элементы обуви, сумки, кенгуру, всякие бутылочки, ну вот это вот все, там манежи, например, такой, как мини-манежик с плейджимом, ну вот такое все. Разные аксессуары для мальчиков, для девочек, и, соответственно, наш шопинг – это поход туда, где базируется компания моего мужа, и я там просто могу выбирать все, что мне понравится, и просто вот такой у меня шопинг, с этим совсем я потом чапаю домой. Я, наверное, знаете, оставлю ссылку в описании на их веб-сайт, на их инстаграм, ссылки оставлю. Вот, и, может быть, я сюда еще прикреплю их эмблемку, посмотрим, но ссылки, я думаю, что я оставлю. Вот такие носки, носочки, очень приятная крафтовая упаковка, я когда их увидела, я сразу отметила мужу, что очень классная упаковка, стильная и приятная на ощупь. Вот такие носочки, давайте я вам голубого цвета достану, я их уже доставала. Вот такие вот носочки, такие вот просто маленькие-маленькие. Это скорее вот как он только родится, и вот первые там, может быть, месяц-два жизни, я не знаю, смотря как он будет расти. Если честно, я пока что в этих вопросах очень мало разбираюсь. Кстати, буду рада послушать ваши советы. Какие вещи необходимы для новорожденных, какие вещи бесполезны, вот, потому что
я в этом полный ноль. Я, конечно, стараюсь изучать информацию в интернете, но тоже у всех мнения разнятся настолько сильно, что даже не знаешь, кого слушать, куда податься. Наверное, также стараюсь ориентироваться на ощущения, что хотела бы купить, что, как мне кажется, будет полезным. Ну и уже исходя из этого делаем выбор. Давайте продолжим. Также мы взяли вот такую маленькую бутылочку. Ну, это прям мини. Тут даже написано, что это мини-бутылочка. Вот такая она маленькая. Она полностью тут запаянная, поэтому я ее раскрывать сейчас не буду. Вот, то это прям... Это от 0 до 6 месяцев. Вот, но я не думаю, что в 6 месяцев ребенку будет этого достаточно. Но для новорожденных прекрасный размер. И давайте дальше. Тут у нас мы взяли несколько разных комплектов. Вот, в основном, конечно, либо что-то зимнее для улицы, либо это что-то для дома, типа пижамки. Вот, например, взяли вот такой комплект с жирафами, динозаврами, арбузы, солнце, ABC. Вот, в общем, вот такой комплект. Потрясающий на ощупь просто. Это такой гофрированный, ну не вафельный материал, но он как... у него такой материал, дизайн с соломкой, можно сказать. Как-то еще по-другому называется, я не помню. Вот такая кофточка. Можно использовать дома, можно использовать как пижаму. Ну, как пижаму он скорее подойдет под именно зимнюю погоду. Например, летом в этой пижаме ребенок точно вспарится, в ней жарко. Но так как у нас ребенку летние вещи понадобятся только в следующем летом, и он уже подрасти успеет к тому времени, то, конечно, летние вещи мы будем брать уже из следующей там актуальной коллекции, следующего сезона. Естественно, у них все здесь на кнопочках у шеи, вот, чтобы удобно было одевать, снимать через голову, чтобы не было проблем. Вот, как мне муж сказал, что покупатели обычно обращают внимание, вот мама, на то, чтобы вот здесь было все на кнопочках, чтобы это было легко одевать и снимать. Вот, я об этом не знала, но потихоньку я изучаю эти вопросы. В общем, я сейчас снимала видео, снимала, все вам показывала. И когда я сейчас закончила влог, уже завершила, пошла проверять телефон, и у меня телефон просто перестал снимать, он погас, выключился, хотя видео у меня работало. Не знаю, очень странно. Сейчас буду вам заново все показывать. Ну, давайте еще раз. Я, наверное, буду уже в обратном порядке, потому что у меня все уже тут сложено стопкой по порядку, как я показывала. Сейчас я буду в обратном порядке вам все показывать. Так что вот такие носочки еще приобрели. Они с изображением мордочек кошек. Не знаю, насколько это практично будет в использовании в жизни, потому что, например, ну, никакую обувь ты на это не оденешь, не наденешь. Вот. Но для домашнего варианта, либо колясочного, пока он еще не ходит, очень даже почему бы и нет. Потом еще мы приобрели вот такую пижаму, домашний костюм. Тут изображен там чуть ли не целый зоопарк, животные. Это хлопковый материал, тоже такой вермишелью узор. И все на кнопках, то есть все очень удобно. Расстегнул, застегнул, не надо ничего через голову протискивать. И штанишки. Вот, резиночки очень хорошие, качественные. Я думаю, сползать ничего не должно. Но это все для малышей, прям на самое начало. Мы берем все в основном на зиму, потому что, как я уже говорила, у нас малыш зимний, и, соответственно, летняя коллекция нам уже понадобится намного позже, в следующем году, следующим летом. Вот, это Винни-Пух, вот такой комбинезон мы взяли. Это боди, скорее даже, комбинезон боди, тут ножки открытые, на кнопках. Вот, такой капюшон. Я не думаю, что капюшон очень практичный для малышей, но, в принципе, почему бы и нет. Как мне муж сказал, что такие позиции обычно берут, чтобы сделать несколько милых фото с ребенком, и потом это, как правило, лежит. Не знаю, в принципе, материал очень классный, материал тянется, ребенку, я думаю, в этом будет очень комфортно, но единственное, что ноги открыты, то есть материал здесь для местной зимней погоды, но ножки открыты, то есть нужно будет что-то придумывать, либо какие-то красные лосины, либо вот такие песочно-горчичные, чтобы было в цвет, в комплект.
Вот такой классный комбез. Потом взяли еще вот такой комбинезон, это тоже на зиму. Здесь все на кнопках вплоть до конца ножек, то есть очень удобно все раскрыть, одеть и закрыть. Вот, закрыть ребенка в комбинезон. Вот такой классный. Ну, по расцветке тут все дорого-богато, естественно. Да, то есть кто знает, тот знает. Вот такой классный комбез взяли. Еще взяли комплект Снуппи. Здесь кофта, такой лонгслив, штаны и шапочка. В принципе, я заметила, что очень многие детские товары идут сразу с шапочкой, то есть, скорее, это, наверное, уличный вариант. Но если только это зимой одеть, ему будет холодно, даже здесь, в Анталии. Поэтому я бы это и дома одевала бы зимой, например, но и на улицу можно, но ему тогда что-то еще нужно на это одевать, либо под это, как какой-нибудь комбез одевать тонкий. Вот, и, в принципе, для местной зимы, наверное, нормально будет днем. Утром и вечером, наверное, будет замерзать. Вот такой классный комбез, комплект, точнее. И еще один комплект взяли, это Bugs Bunny. Но это скорее домашний вариант, либо пижамка. Хотя, правда, он тоже с шапочкой. И здесь боди, и получается как лосины. Все на кнопках, естественно. Здесь достаточно большое пространство для головы, то есть должно очень легко одеваться, сниматься. Вот такой классный комплект. И еще мы взяли из инструментов, скажем так, это вот такие расчески, значит, гребешок и щеточка. Щетка из мягкого ворса, конечно, это от нуля, то есть с самого рождения используется. И также мы взяли такой маникюрный набор. Сейчас я его достану. Сейчас открою. Вот. Такой маникюрный набор, очень удобный и компактный, значит, здесь кусачки, ножницы, щипчики и пилочка. Мне очень нравится, что это компактно, что это не валяется в каком-то таком чехле. Это очень удобно брать с собой, очень хорошие защелки, то есть ничего просто так не откроется. Вот, очень удобно класть куда-нибудь в рюкзак, если путешествие, в какую-то сумку, например, детскую, да, там бэйби-бэг. Вот. Вообще супер. Вот такая распаковка у нас с вами получилась, относительно большая и небольшая еще пока что, наверное, потому что для детей надо намного больше вещей. Это у нас был такой первичный шопинг. Я становлюсь мамой впервые, и я не знаю, что нужно, а что нет, потому что в интернете полно разной информации, она у всех разнится, и непонятно, на что опираться. То есть у меня есть какие-то уже мысли насчет того, что бы я купила, что бы я не купила бы точно, по крайней мере, в начале, потому что, скорее всего, это не понадобится. Вот, но, возможно, я куплю какие-то вещи, которые потом у меня будут просто валяться, я их не буду использовать, но я думаю, что без этого никуда, потому что я не знаю, что понадобится именно нашему ребенку, что ему подойдет, а что нет, даже касаемо, например, игрушек каких-нибудь. Я куплю, например, а ему будет неинтересно с ними играть. Такое же возможно. Вот, поэтому 100% будут бесполезные покупки, но я надеюсь, что их будет немного. Я была бы очень рада вашим советам, если вы поделитесь своим опытом, что вам пригодилось, а что нет. Мне будет очень интересно почитать. Я думаю, что из моих зрителей есть те, кто тоже становится впервые мамой, для них тоже будет полезна эта информация. Я думаю, что нам всем будет очень интересно почитать. Вот, так что пишите в комментариях. Как я уже сказала, что под этим видео в описании я оставлю ссылку на магазин, на сайт магазина моего мужа и также на их инстаграм. Если вас заинтересуют какие-то товары, у вас будут какие-то вопросы, вы можете написать в инстаграм в директ, либо вы можете написать в WhatsApp, там на сайте есть ссылочки на мессенджеры и социальные сети. Соответственно, можете задать любые интересующие вас вопросы по товарам, по доставке, по цене, по сроку. Вот, вам обязательно ответят и обязательно вас проконсультируют. Заходите в описание, переходите по ссылкам и смотрите, может быть, кому-то действительно тоже что-то приглянется. А на этот влог я с вами прощаюсь. Спасибо, что были со мной. Надеюсь, что вам было интересно. И увидимся уже в следующем влоге через неделю. Пока!